Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака на следующую неделю с 17 по 23 августа. Давайте посмотрим, что ожидает вас на предстоящей неделе, какие карты вам выпадут на каждый день, соответственно, этой недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Напоминаю, пока перетасовываю колоду, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк, сообщение под этим видео. Буду вам очень признательна за такую вашу активность, поэтому пишите, не стесняйтесь, подписывайтесь. Также отправляйте своим знакомым и друзьям львам, если вам кажется, что им этот расклад подходит, это видео. Возможно, оно тоже окажется им чем-нибудь интересным. Итак, пока я перетасовываю еще вторую колоду, напоминаю, что у нас две колоды. Первая основная, вторая колода для уточнений, для разъяснений основных карт, которые выпадут из первой колоды. Давайте посмотрим, что же интересного вам покажут сегодня две этих колоды, начиная с 17 и заканчивая 23 августа. Итак, огненная стихия, знак Лев. С 17 по 23 августа. Смотрим, начиная с первой колоды. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта, которая есть здесь у вас, это тройка пентаклей. Карта, которая в принципе говорит о том, что вы здесь, возможно, трудитесь, работаете, выполняете какие-то задачи, которые от вас ожидают, возможно, окружающие, потому что тройка — это всегда работа в коллективе, вместе с кем-то, в сотрудничестве с кем-то. Но при этом пятерка мечей показывает, что вы, возможно, здесь немножечко разочарованы, что дело не так спорно идет и хорошо, как вам бы хотелось. Возможно, по пятерке мечей вы здесь терпите какую-то неудачу, что-то не совсем так просто складывается, как вы ожидали. Возможно, либо вы боитесь оказаться в чем-то как будто бы трусом или в проигрыше в какой-то работе или в каком-то деле, поэтому стараетесь прикладывать максимум усилий, потому что боитесь столкнуться с какой-то неудачей. Дальше двойка в старших арканах, это карта Верховная Жрица, она в принципе говорит о каких-то возможных секретах, тайнах, с которыми вы здесь сталкиваетесь, то есть что-то от вас скрыто, и вы узнаете об этом в этот день. Возможно, это какая-то новость или какой-то сюрприз для вас. Также и вы можете здесь сохранять какие-то тайны или секреты, можете делать что-то в тайне. И в целом-то Верховная Жрица — это все, что касается мудрости, терпения, гармонии. То есть в целом карта достаточно хорошая. В дополнение к этой Верховной Жрице вам выпадает также карта Звезда, карта надежды, планов. Возможно, у кого-то из вас реализуются надежды, планы, которые вы хотели осуществить в этот день. Да, возможно, здесь как-то осуществляется ваша мечта, ваше пожелание. Вы можете также много планировать чего-то о будущем, да, фантазировать, мечтать, не говоря окружающим, то есть держа что-то в секрете, в тайне, потому что вы в тайне надеетесь, что ваша мечта осуществится, да, и, возможно, поэтому здесь карта Звезда также выпадает. Могут быть какие-то тайные разговоры или обсуждения, связанные с человеком знака Телец или Водолей, потому что здесь карта Звезда снова-таки. Карта Семерка Кубков, карта возможных вариантов, которые у вас есть. И в принципе это по семерке кубков. Здесь может быть ситуация, где вы сталкиваетесь с большим количеством опций, не знаете, какую из них выбрать, боитесь ошибиться, боитесь сделать неправильное решение, соответственно, неправильный шаг какой-то. Но также здесь можно говорить и о возможности фантазировать, о возможности здесь с таким творческим настроем подходить к работе, особенно если у вас творческая работа, потому что здесь можно говорить о вдохновении, о том, что у вас есть
желание что-то творить, создавать, созидать. У вас есть, в принципе, какие-то идеи, и вы из этих идей выбираете наиболее подходящую. То есть это хорошая карта, да, для творчества. Но и также здесь нужно быть осторожнее с чрезмерным употреблением каких-нибудь напитков также, потому что все-таки 7 кубков, чтобы не было какого-то иллюзорного восприятия или нарушения сознания. 7 кубков, давайте посмотрим, почему она выпала у львов в среду. Здесь же 4 мечей, карта, которая в принципе говорит о необходимости отдохнуть, то есть в периоде какого-то такого успокоения, спокойствия, необходимости здесь сделать паузу, возможно, помечтать о будущем, либо если есть какой-то вариант, из которого вы выбираете несколько возможностей, вам нужно приостановиться перед тем, как принимать какое-либо решение, то есть не торопиться, сделать шаг назад и сначала оценить эту ситуацию со всех сторон. Карта рыцаря кубков на четверг — это карта водного знака, и в принципе может говорить про общение с водным знаком, вроде раков, рыб или скорпионов. И карта рыцаря кубков также может показывать и ваше такое воодушевленное, приподнятое настроение. Возможно, вы здесь хотите что-то сделать с большим таким желанием, с настроем таким очень позитивным. То есть очень оптимистично смотрите на вещи, выполняя здесь какие-то задачи. Может быть, даже занимаясь любимой работой, потому что вам это очень нравится, и по рыцарю кубка вы с энтузиазмом таким мчитесь на работу. Или кто-то здесь мчится на свидание, потому что кубки — это чувства и эмоции, которые вы испытываете, проявляете здесь, соответственно, к другим людям также. То есть рыцарь кубков, он такой очень эмоциональный, очень чувствительный. Здесь же выпадает карта королева кубков, опять-таки водная стихия. Речь, правда, может идти про общение с водным знаком, вроде раков, рыб, скорпионов. Но и также здесь много про любовь, про чувства, про умение говорить о своих чувствах или принимать любовь, принимать какие-то приятные здесь вещи, пожелания, может быть, в ваш адрес, какие-то признания в любви, если кто-то едет на свидание. Карта следующая у вас 9 мечей, карта переживаний, волнений, тревог. Может быть, плохо спите ночью, может быть, вы какую-то работу взяли на дом, и много работаете, поэтому не спите ночью. Может быть, в чем-то сомневаетесь, не знаете, правильно ли поступаете, поэтому очень много об этом думаете. В любом случае, здесь какое-то накручивание себя и какие-то чрезмерные переживания могут быть, касающиеся, возможно, выбора, либо ситуации, связанные с парными отношениями, потому что влюбленные — это всегда выбор, который имеет какое-то влияние на второго человека, то есть на пару. Это какой-то важный выбор, который или решение, которое вы делаете, и оно имеет важное решение. Это важные последствия для вашего союза. Возможно, здесь как-то мало доверия в отношениях, или вот что-то с таким вот связано здесь, или ваши чувства сильно задеты, и вы из-за этого переживаете. Следующая карта — карта двойка пентаклей, карта возможных вариантов, которые вы выбираете. Возможно, здесь взвешиваете все за и против, выбираете лучший вариант. Возможно, здесь стараетесь выбрать, что приоритетнее, что второстепенно, что можно сделать потом. То есть здесь хаос такой в делах, когда хочется все успеть, когда не хочется ничего из виду упустить, когда вы стараетесь держать этот баланс. Давайте посмотрим, что в дополнение есть на субботу для наших львов. И здесь же есть 6 жезлов и в целом-то победа. То есть то, что вы делаете здесь, оно приносит вам победу, приносит вам успех. Если вы здесь суетитесь и стараетесь успеть много дел и сразу, то вам, скорее всего, удается правильно, разумно, мудро поступить в этой ситуации, добиться успеха, успешно что-то выполнить, успешно завершить и мудрые решения принять, если речь идет, допустим, о выборе. Вы в центре внимания можете быть по 6 жезлов, и опять-таки в эта суета, в которой вы находитесь, она показывает, что опять-таки вы сможете здесь справиться со всеми задачами. Люди восхищаются тем, как вам это удается. Здорово. Карта туза жезлов, карта важных новых начинаний, да и в принципе прилива сил, прилива энергии. Когда вы готовы к новым начинаниям, изменениям в вашей жизни, вы готовы к этим переменам. И любые возможности здесь используете себе во благо. То есть вы стараетесь здесь действовать.
Очень такое хорошее, активное проявление себя здесь в воскресенье, при этом оно дополняется пятеркой кубков. Если в прошлом была какая-то неудача, о которой вы сожалели, то здесь вы стараетесь на нее не обращать внимания, не зацикливаться на прошлых неудачах. Стараетесь увидеть новую возможность, которая у вас здесь имеется, да, или которая всегда была, вы просто ее не замечали. То есть вы по пятерке кубков стараетесь уйти от разочарования и печали о каком-то прошлом провале, о чем-то, что не получилось, не удалось. Возможно, стараетесь не обращать внимания на это, либо, сделав определенные уроки, выводы, двигаться дальше. Поэтому туз жезлов, то есть проявлять максимум своей активности и воли. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака Львов на неделю с 17 по 23 августа мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего, берегите себя и до скорого!